Привет, вы на канале IT User Help. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о том, что делать, если вы заметили какую-то нестабильную работу в вашем компьютере. Например, ссылки в браузере стали открываться медленнее, программы запускаться стали медленнее, либо даже просто файл-менеджер и то запускается с какой-то задержкой. Первое, что приходит на ум, это полностью переустанавливать операционную систему, либо чистить систему сторонними программами, такими как CC-Cleaner. В принципе, чистка системы SS-Cleaner или другими программами — это вполне себе нормальное решение. И периодически нужно это делать, удалять файлы ненужные, корзину чистить. Но в случае какой-то нестабильной работы, а именно замедления работы, первое, что нужно сделать, и что советует сама компания Microsoft и другие производители операционных систем, это нужно произвести дефрагментацию диска в случае, если у вас установлен жесткий диск. Так как жесткий диск установлен все еще в большинстве компьютеров, я и решил записать это видео. Если у вас установлен SSD диск, либо так называемый твердотельный диск, то его дефрагментировать не нужно и даже нельзя, так как это только уменьшает ресурс. А для жестких дисков такая операция необходима, так как со временем, когда производится большое количество записей и стирания, то диск фрагментируется. Это означает, что файлы разбросаны по всему жесткому диску, и для того, чтобы считать какую-то часть файла, бит головки, которая считывает, приходится прыгать с центра на край диска, с центра на край. А дефрагментация, она устанавливает в порядке эти самые фрагменты. То есть они будут идти по порядку от центра до середины, к примеру, если у вас наполовину заполнен диск. Итак, как сделать дефрагментацию? Для начала откроем. Можно воспользоваться сторонними приложениями. Но если у вас операционная система Windows, то это можно прекрасно и хорошо сделать стандартными средствами. Для этого откроем файл менеджер и видим наши все диски. Если у нас диск типа SSD, то его дефрагментировать нельзя, можно только оптимизировать. Давайте посмотрим, убедимся, что его дефрагментировать нельзя, по крайней мере 10 Windows точно, а в других, если это и возможно, то лучше не делать. Так как я сказал, для SSD дисков это вредно. Нажимаем свойства, сервис, оптимизировать. Вот, мы видим, что проверка диска не требуется, потому что я недавно это делал. Ну, в принципе, SSD диск можно просто нажать оптимизировать, эта программа проверит на ошибки. И то слишком часто Windows не позволит это сделать. Ну а если у вас установлен жесткий диск, например, у меня вот второй диск, он жесткий, то его можно и нужно сделать дефрагментацию. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем свойства, далее сервис, далее выбираем оптимизировать. Выбрали, у нас появляется список всех дисков, которые установлены в системе. Выбираем наш именно жесткий диск. Кстати, здесь можно и увидеть, если вы не знаете, какой у вас диск, какого типа жесткий, либо SSD диск, вы это не разбираетесь, либо вы не собирали этот компьютер.
то как раз здесь вы можете увидеть каждый диск и его тип. Твердотельный, либо жесткий. Вот, мы видим, что диск C у нас твердотельный, то есть SSD, а диск D жесткий диск. Вот его как раз и можно дефрагментировать. Также мы видим, для того, чтобы понять, нужно ли вообще делать дефрагментацию, нужно нажать «Анализировать», и через некоторый момент программа проанализирует наш диск и скажет, какой процент фрагментирован. У меня, как видите, 5% фрагментация диска. Если у вас будет показатель больше 10%, то дефрагментацию точно нужно делать. Если процент фрагментации диска будет менее 10%, то в принципе дефрагментацию можно и не делать, так как слишком частая дефрагментация тоже на пользу не идет диску. Поэтому сначала нажимаем «Анализировать». После того, как система проанализирует, смотрим на это значение. Если значение больше 10%, то нажимаем «Оптимизировать», и начнется дефрагментация диска. Этот процесс займет некоторое время, поэтому нужно будет оставить компьютер полчаса где-то максимум. И после этого можем закрыть, когда дефрагментация станет 100%, можно закрывать это приложение и пользоваться дальше компьютером так же, как обычно. После дефрагментации совершенно точно стабильность и скорость работы увеличится. Поэтому периодически процедуру такую нужно делать. Вопрос, как часто такую процедуру делать, зависит от того, как часто и много вы сохраняете и удаляете файлы, устанавливаете и удаляете программы. В принципе, по себе вы можете посмотреть конкретно по себе. Если запускать будете периодически анализировать, например, раз в месяц будете запускать диск, анализировать и увидите, сколько процентов фрагментации. И таким способом вы вычислите тот промежуток времени, через который фрагментация диска у вас конкретно составляет более 10%. Например, через год у вас фрагментация становится более 10%, значит для вас фрагментацию дисков делать нужно раз в год с вашим режимом работы. То есть периодически просто анализируйте и сможете понять, через какое время у вас фрагментация достигает более 10%. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.